Всем привет, меня зовут Ольга. Мы находимся в отделе ГУР Декор, город Ижевск, улица Удмуртская, 304, офис 108. И мы наносим с вами декоративные штукатурки более-менее простым способом для простых людей или начинающих мастеров. Ну и материалы вам показываем какие-то, может быть, для вас новые. Сегодня видео по запросу клиентов. Это будет 3 вопроса, которые мы совместим в одном видео. 3 разных вопроса. Первый вопрос. Простое нанесение штукатурки декоративной с мало выраженной фактурой и более однородным нанесением. То есть, чтобы не было такого явного какого-то рельефа. Было у нас одно видео, позапрошлое, если я не ошибаюсь, если полистаете, найдете. Клиент уже делал запрос, и видео понравилось клиенту, но просит еще менее выраженную фактуру. Мы будем использовать штукатурку Травертин. Это вот такая вот штукатурка декоративная на акриловой основе Травертин, торговая марка Эффектум. Вот мы эти материалы любим, они у нас есть в продаже, вы можете их приобрести и нанести у себя по доступным достаточно ценам. На предварительно подготовленную поверхность стены. Она должна быть оштукатуренная и загрунтованная. Вылизывать стену и вышпаклевывать не нужно. Фактурная штукатурка прячет дефекты. То есть мы берем кельму, накладываем штукатурку вот таким вот образом на кельму и наносим с верхнего левого угла однородный слой, который укроет вашу стену. То есть, например, у вас стена штукатуренная, серая, так вот она должна быть однородная, белая, скажем. Толстый слой накладывать не нужно, от этого будет высокий расход. Кстати, что касается расхода. Например, одну и ту же штукатурку можно нанести и тонко, и толсто. От этого зависеть будет итоговая стоимость материала на ваш объем. То есть вы можете потратить, например, 10 тысяч рублей, а можете потратить 20 тысяч рублей. Все будет зависеть от слоя нанесения. Слой нанесения это вот. То есть вот вы так будете жирно накладывать? Или вы будете потоньше разносить? Вот от этого зависит цена. Даже не столько от стоимости материала, сколько от нанесения. Так, наносим материал. И теперь мы должны кельмой, вот в позапрошлом видео мы наносили прованс. И наносили его точно таким же способом. Но так как материал другой, травертин это не прованс, и ложится он по-другому. То есть мы также прикладываем кельму и тащим. И тоже получается у нас небольшая фактура. Вот так вот берем, вот такой вот кусочек на кельму, прислоняем. И такой вот бугорочек создаем. И протягиваем его. Формируем рисунок. Нанесли кусок, сформировали. Нанесли, сформировали. Соединяемся. То есть все делаем пока фактура. То есть смотрите, вы можете убирать. Видите как? То есть вы можете делать вот так. Вот прислонили и вот так вот повели. Можно так делать. Тогда будет фактура поярче. Ну то есть пофактурнее будет. А можете немножко кельму вот так ее пригладить. Вот. Видите, заглаживается, убирается рельеф. Вот так. И добавляете там, где вам нужно, чуть-чуть. То есть у такого нанесения будет очень мелкий рельефчик, но однако декоративной штукатуркой она быть не перестанет. Напоминаю, что делаем все в шахматном порядке. То есть вот. Берем кельму и наносим. Берем кельму и наносим. Когда вы наносите, вы должны вот этот инструмент чувствовать. То есть как вы его прислоняете? Полностью плоскостью. Или вы какой-то угол там правый-левый приподнимаете. И от этого будет зависеть рисунок тоже. То есть кельма под разным углом дает разные эффекты на стене. В данном случае наш расход материала получился примерно 200 кг на квадратный метр. 200 кг на квадратный метр. Может быть так, что у вас получится 700 кг.
Все зависит только от вас. Кило 700 тоже может быть. Это буквально чуть гуще. Ну, то есть чуть-чуть гуще, и все. И уже сразу кило 700. И от этого цена в 1,5 раза выше получается. Поэтому тоньше, тоньше, тоньше делайте. Материал позволяет, вот этот материал позволяет делать тоньше. Есть действительно производители, у нас в том числе в Удмуртии есть такие производители, ну, то есть зернистые материалы. И не получается меньше, чем 1,5 килограмма, не получается слой. Травертин позволяет делать тонкий слой. То есть вот так вот и формируется рисунок. Малозаметная фактура. Это мы отвечаем на первый вопрос наших подписчиков. Первый запрос. Видео с малозаметной, не ярко выраженной фактурой. Дальше мы должны ее оставить сохнуть, полностью сохнуть, до завтрашнего дня. Полностью высохла наша штукатурка декоративная, травертин тоненьким слоем и совсем-совсем небольшая фактура. Второй вопрос, сегодняшняя тема. Изначально мы говорили, что 3 вопроса у нас. Что такое воск, насколько его хватает? Вообще очень коротко я могу сказать. Мы пользуемся вот этим. Вот это воск декоративный, база М, торговая марка Эффектум. Воск с белым пигментом, то есть это как густой лак такой, с содержанием восковой эмульсии. То есть это не просто лак, он более прочный. Это не тот воск, который как венецианский. Это больше похоже на лак. Вот его густота. Вот его густота. То есть это восковая эмульсия. Вопрос, насколько... Ну, она белого цвета. Это, грубо говоря, как краска в базе С, как будто бы. То есть под колеровку. А есть еще воск база. Это база М под колеровку. А есть еще воск база. То есть это прозрачный состав для разбавления лазурей. То есть концентрированных таких перламутровых материалов. То есть вот смотрите. Вот это вот воск база. Это прозрачный состав, такой же густоты и консистенции. Он для защиты покрытия декоративного, и в него можно добавлять перламутровые лазури, для того, чтобы они не являлись вот такими вот, ну, пятнами темными. Да, лазурь, когда покрываешь, иногда такие прям, ну, пятна темные. Вот он разбавляет, одновременно защищает. И вот такой вот база М под колеровку. То есть мы его колируем в любой цвет и покрываем. Восковая эмульсия похожа на лак, но более гуще. В использовании удобная. Вопрос, насколько хватает, пока не надоест. Ну, то есть от производителя же, ну, то ориентируемся на 15 лет примерно. Но мы ремонт же не делаем через 15 лет. Все равно 5, 7, 10 лет проходит, пока не надоест. У меня у самой дома штукатурка декоративная. Я, образно говоря, ее просто перекрашиваю, перепокрываю. То есть просто берем другой цвет, перепокрываем, реставрируем, и все. Не отлазит он. Еще один момент. Лак ложится пленкой. То есть вы когда лак покрыли, например, да, валиком нанесли, он после высыхания такой пленочкой. Вот воск, он не ложится пленкой, он пропитывает материал. То есть его даже не видно на поверхности, что он там какой-то, пленка какая-то наверху. Он глубоко пропитывается и такой очень, ну, хороший материал. В общем, рекомендую попробовать. Теперь, это был второй вопрос. Теперь третий вопрос, последний, итоговый. Он, наверное, самый важный, потому что купили материалы у нас клиенты из другого города, и мастер, ну, попросил показать, как покрывается 2 цвета, как совмещать цвета. То есть вот такой примерно у него рисунок тоже, ну, то есть вот такая вот фактура. И клиент выбрал 2 цвета, то есть от темного к светлому переход. Я тоже не специалист, художник, но я попробую показать. Что мы делаем? Мы берем светлый цвет воска, например, колерованный берем. Губочкой покрываем его. Сверху, например, да, у нас получается как? Переход же чаще всего к низу идет. Ну, например, от левого верхнего угла к правому нижнему. Так вот, здесь должно быть светло, а в правом нижнем углу более темно. Так выбрали покупатели. И мы просто покрываем. Тоже клиентка наша, да, ну не клиентка, а зрительница, наша зрительница с канала
просила показать менее явную фактуру однотонного цвета. Вот это в первую очередь для нее. Вот так вот получается однотонно. То есть светлый-светлый цвет, очень мало выраженная фактура, мало выраженная, и мы просто покрываем однотонно. Вот это вот для нее. Вот так вот мы покрываем. То есть мы в своем видео совместили 3 вопроса. Какие мы молодцы. Ставьте нам за это лайк и подписывайтесь на наш канал. 3 вопроса в одном видео. Вот это у нас получается однотонное нанесение. Мало-мало выраженная фактура. Практически не видна. Но на объеме под освещением с окна, с люстры и вообще на большой стене все равно видно, что это штукатурка. Это вам сейчас там, может быть, на камере не видно, что это штукатурка. Теперь вопрос, как сделать двухцветие. Вот у нас сырая, да, покрытие сырое. И мы прям к сырому берем цвет темнее и прям в сырой его втираем. То есть нам нужно растушевать его. Растушевать. Можно будет подснять потом поближе. Вот видите? То есть мы как бы вмешиваем темный в светлый и светлый в темный. То есть у нас не получается такого какого-то явного перехода. И одновременно видно цвет, что он у нас светлый, а тут он темный. Можно использовать 2 губки. Одну рядышком сухую держать, чтобы убирать излишки, какие-то переходы от воска. Вопрос, как вмешать цвета. Вот, одним движением руки. Вопрос, как это сделать на стене. Точно так же, как и на планшете. Ну, точно так же. Просто здесь у меня мах вот такой, да, 10-сантиметровый, а на стене у вас будет вот такой. Вот все то же самое. Самые важные вопросы, которые мы сегодня рассмотрели. Нанесение травертина, мелкой фактуры, чтобы не было видно каких-то явных вот таких объемных рельефов, и однотонно. Вот мы его нанесли. Второй вопрос. Что такое воск? Мы на него ответили. Это восковая эмульсия для защиты, для тонировки, для патинирования и для придания перламутрового эффекта. И как создается вот этот вот переход цвета. Вот так вот он создается. Мы все это рассмотрели. Мне не нравится этот образец тем, что вот здесь вот такой красивый получился, да, все-таки рельефчик виден. А здесь вот совсем однотонно. Мне не нравится, я покрою. Давайте покроем вот вверх еще. То есть пусть он у нас будет такой с 2 сторон, покрытый, с обеих углов, чуть темнее цвет и немножко рельефчика выделим. Здесь ведь есть у нас рельеф, вот он. Вмешиваем, прям светлый в темный. Рядышком у нас еще есть губка, если надо. Можно подснять, если что-то не нравится. Излишки. Например, где-то слишком густо получается или еще что. То есть все только руками. Берем еще губку и подснимаем, что не надо. Вот. Растушевываем резкие края, если они есть, если они вас раздражают. Ну и как-то так. Все. Лайк, подписка, комментарий обязательно, что вы об этом думаете. Может быть, какие-то у вас свои идеи и пожелания, тоже в комментарии пишите. Всем пока!